Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и я представляю проект Фонда «Страна для жизни. Самоуправление». Каждую неделю мы будем записывать для вас ролики, в которых мы заглянем в историю, будем рассказывать о том, как вернуть управление регионом и городам из рук оккупантов, без использования танков и авиации, конечно же. На протяжении последних нескольких месяцев мы с вами уже не можем собираться в своих дворах, потому что как только мы собираемся, тут же прилетают бандиты в масках, хватают нас и везут в РОВД и ИВС, а затем садят на сутки и дают огромные штрафы. А теперь у них появилась новая система. Штрафами и сутками уже не обойтись. За данное действие привлекают к уголовной ответственности. А ведь когда-то на территории Беларуси все было совершенно по-другому. У нас работало самоуправление. Давайте заглянем в далекую историю. Еще в 15 веке существовало Магдебургское право, одна из наиболее известных систем городского управления. Благодаря Магдебургскому праву города получали свою юридическую, экономическую, общественно-политическую и имущественную независимость от феодалов. Поэтому люди жили более свободными, жили лучше. Городские службы работали как надо. Магдебургское право было получено в 1499 году Минском, который находился в составе Великого княжества Литовского, поскольку в этот период право на самоуправление городов начало свое распространение на всей территории современной Беларуси. 14 марта 1499 года великий князь литовский Александр Ягеллончик даровал одноименную грамоту городу Минску, который не был первым из средневековых белорусских городов, получивших грамоту на самоуправление. До этого оно было присвоено также Бресту, Гродно, Высокому и Могилеву, и еще некоторым другим городам. Магдебургское право просуществовало до присоединения центральной части Беларуси к Российской империи. Указом императора Николая I в 1831 году Магдебургское право было официально отменено по всей империи, а бывшее здание ратуши, в котором впоследствии размещался магистрат, музыкальная школа и театр, в 1852 году было снесено, восстановлено в 2003 году. На смену пришла царская Россия и диктатура. Вот тогда нас и лишили права выбора. И делают это до сих пор. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующий раз. Верим, можем, переможем.